Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. И сегодня у нас на обзоре нашумевшая новинка от компании Xiaomi – наушники Redmi Buds 3 Pro. Детально рассмотрим их особенности и расширенные настройки, насколько они хороши при реальном использовании и есть ли толк от заявленного шумоподавления или это просто маркетинг, а также затронем вопрос отличия от китайской версии Redmi AirDots 3 Pro. А пока предлагаем вам подписаться на канал, чтобы не пропустить еще много интересных обзоров и сравнений. А мы начинаем. Начнем по стандарту с комплектации. И тут не могу не кинуть камень в сторону нашей любимой почты, чьи сотрудники в прямом смысле умудрились уничтожить коробку из достаточно крепкого картона, не оставив живого места даже изнутри. К счастью, несмотря на такие побои, наушникам удалось не просто выжить, а остаться без единой царапины, за что их уже однозначно можно наградить плюсом. Redmi Buds 3 Pro доступны в двух цветовых решениях – графитово-черный и ледниковый серый. К своему белому Poco F3 я решила выбрать второй вариант и не пожалела. Выглядят они очень приятно и, я бы даже сказала, премиально. Помимо кейса и самих наушников, в коробке мы также найдем сменные амбушюры 3 размеров и кабель зарядки USB Type-C. Компактный кейс весом всего 55 грамм максимально комфортно лежит в руке, а матовое покрытие не собирает отпечатков пальцев. К качеству сборки нет никаких претензий, и особенно отмечу плотную магнитную крышку, которая сама по себе уже точно не откроется, в отличие от тех же Mi Air 2. Еще один весомый плюс кейса Redmi AirDots Pro – это наличие возможности беспроводной зарядки и поддержка быстрой зарядки наушников. Открыв кейс, мы видим красиво переливающиеся наушники, которые надежно крепятся внутри при помощи магнитов. На мой взгляд, они несколько великоваты, что, впрочем, не мешает им надежно располагаться даже в небольшом ухе за счет комплектных амбушюр. Кстати, располагать наушники следует ровно в таком же положении, как они установлены в кейсе. То есть вырез под микрофон на сенсорной панели будет направлен вверх. Одним из главных отличий Redmi AirBuds 3 Pro от предыдущих моделей стала влагозащита по стандарту IPX4, что обеспечивает всестороннюю защиту от пота и брызг. Так что можно не бояться прогулок в дождливую погоду или активных занятий спортом. Однако принимать душ в них, разумеется, нельзя. Еще один приятный момент, который мне очень пришелся по душе – наушники могут подключаться одновременно к двум устройствам благодаря Bluetooth 5.2. В моем случае это смартфон и ПК. И, к слову, звук с двух источников воспроизводится не одновременно, а по очереди. Например, во время прослушивания музыки на смартфоне включаем видео на ПК, и музыка автоматически ставится на паузу на первом устройстве, а мы слышим звук видео с ПК. Ну и в обратном порядке все работает аналогично. Поговорим о самом звуке. Сразу отмечу, что при первом подключении на максимальной громкости уровень звука мне не показался достаточным. Кстати, об этом также пишут многие пользователи. Однако в моем случае эта проблема решилась полным сбросом наушников и повторным подключением. И вуаля, уровень звука стал отличным. Для данного ценового сегмента звучание, по моему любительскому мнению, получилось более чем достойным. Глубокий объемный бас, разборчивые средние частоты, позволяющие отчетливо передавать каждый инструмент музыки по отдельности, и сбалансированный высокий, который не режут слух даже на высокой громкости, что особенно актуально для любителей рока. Если сравнивать с предыдущими поколениями наушников Redmi AirDots, то качество звука стало действительно на уровень выше. Также для полного погружения присутствует одна из главных ключевых особенностей этой модели – гибридное шумоподавление. Реализована данная функция за счет 3 микрофонов в каждом наушнике. Заявленный уровень подавления шумов составляет 35 дБ. По личным ощущениям, разница при активации шумоподавления действительно есть. В первую очередь это заметно на внешних фоновых звуках, которые шумят, гудят, звенят равномерно и протяжно. Например, наушники успешно справляются с легким ветром, шумом вентилятора, кондиционера, компьютера и даже пылесоса. Но если шум достаточно громкий, например, гул в автобусе или очень сильный ветер, то шумоподавление периодически начинает само по себе отключаться, и это раздражает. Но забегая вперед, отмечу, что эта проблема вполне решаема. Помимо активного шумоподавления, Redmi Buds 3 Pro имеет в своем арсенале еще так называемый прозрачный режим, суть которого состоит в том, что наушники позволяют слышать окружающие звуки. Если сравнить данный режим с просто отключенным шумоподавлением, то разница хоть и небольшая, но все-таки есть.
Все мелкие звуки слышны отчетливее, и кроме того, если включить режим усиления голоса, то звук становится еще прозрачнее. Для большей наглядности можно в какой-то степени сравнить со слуховым аппаратом. Слышно на порядок лучше окружающие звуки и даже свой голос. Хотя, конечно, это не альтернатива для медицинского устройства, но аналогия, думаю, понятна. Теперь поговорим об управлении и как вообще активировать различные режимы. Из коробки производитель предлагает пользователю использовать модель как есть, с предустановленными режимами. Сопряжение осуществляется через штатный порядок действий: включить Bluetooth, открыть крышку кейса Redmi Buds 3 Pro и на несколько секунд зажать кнопку на корпусе кейса. Замигает белый диод, и наушники станут доступными для обнаружения. Но если у вас смартфон линейки Xiaomi с прошивкой MIUI, то сопряжение произойдет автоматически, и при каждом последующем подключении вас будет встречать красивая анимация, отражающая уровень заряда наушников и кейса. И это не единственное преимущество для пользователей системы MIUI, но об этом чуть позднее. Глянцевая панель на каждом наушнике является сенсорной, и это единственный элемент управления медиа и звонками. Схема управления несложная. 2 нажатия на любой из наушников поставит воспроизведение на паузу или возобновит его, а также позволит ответить на вызов. Также для паузы есть еще более логичное решение. Можно просто извлечь любой наушник из уха, сработает оптический датчик и воспроизведение мгновенно прервется, а также оперативно возобновится после возврата наушника в ухо. Переключение треков или видео также осуществляется посредством касания к наушникам, но уже 3 раза. А вот трижды коснувшись наушника во время вызова, позволит завершить разговор. Ну и, конечно же, переключение между режимами шумоподавления и прозрачности. Здесь оно реализовано посредством длительного касания к сенсорной панели любого наушника. А чтобы полностью отключить шумоподавление и прозрачность, нужно прибегнуть к небольшой хитрости. Убираем один наушник в кейс, а второй оставляем в ухе, после чего зажимаем сенсорную панель, пока не услышим специальный звуковой сигнал. А вообще, самое интересное, что для большинства смартфонов Xiaomi с MIUI 12.5 и выше будут доступны расширенные настройки наушников Redmi Buds 3 Pro. И да, это не отдельное приложение MIUI, предназначенное для китайской версии наушников AirDots 3 Pro, а именно встроенное меню в саму прошивку MIUI на родном языке. Таким образом, пользователям MIUI откроются специальные настройки режима. Уровень шумоподавления можно будет выбрать вручную или же активировать адаптивный, который будет автоматически подстраиваться в зависимости от уровня шума. А для прозрачного режима появится возможность включить то самое усиление голоса, позволяющее отчетливо слышать окружающие звуки и комфортно общаться с собеседником, не вынимая наушники. Помимо этого, для каждого наушника пользователь сможет настроить жесты на свое усмотрение. Лично для себя по длительному нажатию на левый наушник я установила запуск Google Ассистента, по правому смену режимов шумоподавления и прозрачности. Двойное нажатие отвечает за воспроизведение медиа и переключение трека, а тройным нажатием я регулирую громкость. Просто целая панель управления в ушах. Помимо прочего, в этих настройках будут доступны даже такие функции, как проверка прилегания наушников к ушам, облегчающая выбор идеального размера амбушюр, и функция поиска наушников, позволяющая не только уведомлять вас, если один из наушников находится вне кейса или уха более 3 минут, но и подавать звуковой сигнал для облегчения поиска. Однако на улице этот тихий звуковой сигнал вряд ли поможет. И, наконец, поддержка ото-обновлений Redmi Buds 3 Pro, которая уже сейчас предлагает свежую прошивку, улучшающую качество работы, шумоподавления и прочих моментов. Остается лишь вопрос времени, когда разработчики добавят эти настройки во все смартфоны Xiaomi. На данный момент они доступны лишь для основных флагманов компании, которые по традиции первыми получают все свежие фишки. В нашем случае специально для обзора нам пришлось немного покопаться в прошивке Poco F3 и Mi 9, чтобы самостоятельно активировать их. Далее поговорим об автономности. Прежде всего, она зависит от режима прослушивания. При включенном шумоподавлении от одной зарядки наушники проработали чуть более 5 часов. Отключив шумодав, показатель повысился примерно на час. А используя кейс, подзарядить наушники полностью удалось еще почти 4 раза. Таким образом, примерно до 28 часов работы можно ожидать смело. Впрочем, ровно как и заявлено производителем. При этом не стоит забывать о поддержке беспроводной и быстрой зарядки. Достаточно всего на 10 минут убрать в кейс разряженные наушники, чтобы получить еще 3 часа прослушивания музыки. Для полной зарядки кейса Redmi Buds 3 Pro понадобилось около 2,5 часов. Если же захочется воспользоваться беспроводной зарядкой, то будьте готовы к 5-6 часам.
Также мы проверили качество микрофона при традиционном вызове. А для более наглядного понимания сравнили их с первыми полностью беспроводными наушниками Xiaomi Mi AirDots. И если честно, лично я какой-то особой и критичной разницы не заметила. Оцените сами. Тест микрофона наушников Redmi Buds 3 Pro при вызове. Тест микрофона наушников Mi AirDots при вызове. Однако стоит учитывать, что при мобильном вызове качество звука всегда оставляет желать лучшего. И если вы думаете, что встроенный микрофон смартфона изменит ситуацию, то предлагаем наглядно убедиться в обратном. Тест записи звука на встроенный микрофон смартфона в тех же условиях для сравнения. В целом, микрофон Redmi Buds 3 Pro отрабатывает неплохо. И разумеется, что использовать их как профессиональный микрофон для озвучки видео, например, точно никто не будет. Подведем итоги. Redmi Buds 3 Pro мне удалось приобрести на старте продажи за 3000 рублей. И за эти деньги я получила даже больше, чем ожидала. Достойное качество звучания, ощутимое шумоподавление, аккуратный и приятный дизайн, удобное сенсорное управление и отличная автономность, да еще с беспроводной зарядкой. Новые наушники от Xiaomi подойдут как для занятия спортом, так и для повседневного использования. И, пожалуй, из минусов я бы отметила лишь пару моментов. Прежде всего, это отсутствие отдельного приложения с расширенными настройками, которое позволило бы использовать наушники на полную не только на смартфонах Xiaomi. А также критичное для меня отсутствие игрового режима с ультраминимальной задержкой, в отличие от китайской версии. Кстати, пожалуй, это единственное отличие между Redmi AirBuds 3 Pro и Redmi AirDots 3 Pro. А что думаете вы по поводу этих наушников? Очень интересно будет почитать ваше мнение. А также смелее задавайте вопросы, постараемся ответить на все. И, конечно же, ставьте лайк, если понравилось это видео, и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Пока-пока!